Привет, друзья! Вы на канале «По ту сторону». Меня зовут Алена. Меня зовут Марта. Сегодня будет аналитика самых интересных, в какой-то степени мистических событий, которые вы видели в прошедших наших видео. Да, мы начинаем. Следующее заброшенное здание — это усадьба Святополк-Четвертинских, которая нас покорила своей грандиозностью и невероятными масштабами. Знаем, что в этом месте нет какой-то мистической истории, хотя мы не можем это исключать, так как здание очень старое и действовало во время войны, в том числе было и военным госпиталем. Но тот факт, что охранник, который там сейчас работает, который это здание очень хорошо знает, закрыл там на ночь своего пса, собаку свою, и утром нашел ее мертвой, и, как он сказал, она по следам того, что собака упала с высоты, она просто разбилась. Мы не можем делать выводы на следующие наши эпизоды, да, которые мы сейчас рассмотрим, что это не была мистика, потому что все-таки животные не глупая собака, да, и просто так упасть, разбиться. И вот заметьте, в кадре, когда мы были с охранником, и мы попросили у него остаться, он сказал, что не-не-не, говорит, призраков здесь нет, но я вас не оставлю, потому что здесь разбилась собака, и что здесь еще может водиться, неизвестно. То есть, соответственно, человек-скептик, но он что-то как-то так неуверенно говорил в том, что он не хочет нас пускать на ночь, потому что он боится за нас. Не, а почему говорят, что это мистическая заброшка? Здесь были какие-то вещи, которые запрещены, не знаю, там, насилие какое-то? Или там видели привидений? Ничего такого? Ночь проведем. Нет? Ну вы нас закроете, оставите, а потом утром выпустите. Знаете, я вам честно скажу, тут даже собака разбилась еще была. Потому что я ее ставлю, чего-то она испугалась. Так что... А вот вы говорите нет, значит я есть? Не знаю, чего она испугалась, это до меня было. Ну и мы не можем исключать тот момент, что в принципе-то невысоко между вторым и первым этажом, потому что там единственное, где мог упасть собака, это главный центральный вход, где со второго этажа открывается панорамный вид на первый и, соответственно, вот эта вот винтовая лестница. Древесина достаточно мягкая у лестницы, расстояние между первым и вторым этажом не такое большое. Максимально, чтобы это что могло произойти с собакой, это она могла как-то травмироваться, но никак не разбиться. Не разбиться насмерть, да, поэтому исключать какие-то мистические факторы мы тоже не можем. Животное должно очень сильно испугаться, чтобы просто бежать такой скоростью, упасть и разбиться с такой небольшой, скажем так, высоты. Первый эпизод, который мы будем рассматривать в этой усадьбе, это шепот, который дважды мы слышим с вами около одного и того же места. Причем место довольно интересное, спуск в подвал, в который мы не смогли попасть, потому что он закрыт на замок. То есть куда ведет этот подвал, мы не знаем. Обалдеть. Это просто нереально. Обалдеть. Это просто не... Обалдеть. Это просто... Мы не пройдем, мне кажется, что там тупик. Я ничего не вижу, если честно. Подвал. Надо посветить, непонятно. Сейчас посмотрим, ребят, подождите. Надо посветить, непонятно. Сейчас посмотрим, ребят, подождите.
Надо посветить, непонятно. Сейчас посмотрим, ребят, подождите. В одном и том же месте звук шепот. Сначала был шепот, Потом вздох. Дважды навевает сомнения. Однако мы можем ссылаться на то, что все-таки могут быть технические неполадки именно с техникой, с видеокамерой и так далее. могут быть неполадки со звуком, либо даже какие-то шорохи, помехи, связанные с тем, что здание старое, где-то что-то обвалилось и просто создало такой эффект. Но Утверждать мы полностью не будем. следующий эпизод в данной усадьбе, когда я была одна, Алена находилась на втором этаже в одной стороне усадьбы, я снимала с другой стороны вторую сторону усадьбы. Я находилась одна и снимала комнату небольшую, и сзади я услышала скрип и нечто похожее на шаги. Здесь какой-то писк стоит. Какой-то скрип. Какой-то скрип. То есть утверждать 100%, что это шаги, я не могу, конечно, потому что, опять же, это было очень глухо, это было очень отдаленно. И опять же, здание довольно старое, перекладины из досок, и, соответственно, все равно в этом здании ходила Алена. То есть Какие-то вибрации. Да, какие-то вибрации она могла создать. Поэтому можно сказать с уверенностью 99%, что это просто были вибрации от того, что в здании я была не одна. Следующее место, которое мы разберем, это усадьба, в которой раньше был концлагерь. Первый эпизод в данном заброшенном месте, это при монтаже. Я нашла, во-первых, дефект звука, то есть пропал на пару секунд звук. Можно списать это на камеру, да, такое бывает, поэтому 90% что здесь нет никакой мистики, но сразу же за этим следует скрип из глубины заброшки. То есть я когда снимала, я это не заметила, но когда я это пересматривала и проанализировав то, что деревня находится вдалеке, и вокруг данной заброшки нету жилых домов, а скрип прямо отчетливо, как будто бы вот открыли дверь, наводит на сомнение, что за 1 минуту произошло сразу 2 вот таких вот совпадения. При том, что создать вибрацию я не могла никак из-за того, что там полы не деревянные. Там полы в этом вот помещении первом песчаные, там уже доски все сняли. Поэтому создать вибрацию, за которой могла, например, открыться дверь, я не могла. Но опять же, это зима, это ветер, это сквозняки, потому что где-то окно разбито, где-то дверь открыта, то есть все продувается, соответственно, 90% опять же, что это просто физические явления, что это либо ветер, либо старое здание, которое тоже издает, скажем так, свои звуки. Пол из больших таких. Машина едет. Надеюсь, не за мной. Пойду дальше. Вот тоже. Надеюсь, не за мной. Пойду дальше. Вот тоже. Но когда мы туда поехали вдвоем, вот тут уже как бы вопросов у нас было побольше. Побольше, да. Первый момент, который меня насторожил, это то, что техника начала выходить из строя буквально через 10 минут. У нас стабилизатор начал вытворять какие-то дикие танцы, не знаю, как по-другому сказать. Второй момент, когда у меня в этот же момент, когда выходит стабилизатор из строя, отключается камера. Просто она взяла и выключилась. При этом батарея была еще, в принципе, Мы можем делать пометку на зиму и на холод, но мы снимали не в первый раз и не в последний раз зимой. И, соответственно, таких быстрых сбоев техники у нас не было ни в одном месте. Даже взять ту же самую усадьбу Четвертинских, та же самая зима, тоже было холодно, но у нас не давала сбой так техника. А здесь это просто был какой-то нонсенс. Да, данный фактор происходил на протяжении всего видео. Потом в следующей части это произошло, например, во время эксперимента с моим телефоном, с моей камерой. Так, я не вижу. Я ничего не вижу. Подождите, сейчас. Камера ушла.
камера ушла сейчас. У меня телефон обрубился. Алена, здесь я тебе серьезно говорю, здесь происходят такие нереальные вещи. У меня реально выключился, у меня заряд 80%. У меня телефон в прошлый раз выключился, и звук не записывался. Вот в этом здании. Здесь, ребята, происходят такие, держи свет, я буду слазить, такие жуткие вещи, что капец. Я не просто так решила сюда позвать Алену и вернуться в это место. А ответь на такой вопрос. Ты умер сам или ты умер сам? Своей смертью? Не писала мне камера. Почему? Я не знаю, шла запись. Посмотрим, Посмотреть. писала ли у меня камера. Это капец какой-то. Много снег припорошил уже, то есть это видно. Опять камера не пишет. Да вы серьезно? Это уже не смешно. Ну, это реально не смешно. Алена. Ну, вы меня, конечно, извините, но Но так быть не должно, так ребята. быть не должно. Это уже который раз. Поэтому я говорю, что это какое-то жуткое место. Ну да, какое-то оно стрёмное на самом деле. У меня упал телефон. При этом мы не шевелились. И, в принципе, даже беря в расчет вот этот, да, факт, что слишком много совпадений, можно тоже уже сделать сомнение по поводу моего первого видео, когда я была там одна, все-таки была это физика или была это мистика, потому что место очень оказалось неприятное и очень оказалось такое влияющее на аппаратуру, скажем так. Да. Следующий момент это то, что мы неоднократно на видео засняли некие шепоты, когда мы разговариваем на фоне какой-то шепот. Был даже отчетливое словосочетание в концлагере, в здании концлагеря «Зигхай». Я думаю, вы все знаете историю, вы знаете немецкий, и, соответственно, тоже определенные выводы это может навеять, да, то есть здесь однозначно никакой физики просто быть не может. Слишком много совпадений на слишком одно много, место. Да. И, соответственно, пережив такую историю, это место, ужасную историю, оно, скорее всего, пропиталось вот этим негативом, и это может, оно себя таким образом проявлять. Но отчетливо слышать словосочетание, ребята, это нереально просто. Да. Какой-то птички какие-то, наверное. Ну какие могут быть птички? Петь птички зимой. Дух этого места приди. Дух этого места приди. В войну? Да ты любил это поместье, поэтому ты сейчас здесь? Вот мы стоим, мы даже боимся туда заходить, честно. Давай иди, у тебя свет в конце туннеля. Ты уже здесь была, ты уже здесь как своя. Домовой, приди. Домовой, ты здесь? А у тебя... К тебе часто приходят люди? Вы слышали? Я не знаю, слышно ли было на камере. Это был просто крик из леса, ребята. Это уже не смешно. Концлагерь был в усадьбе? Когда мы проводили эксперимент, произошло то, чего мы точно не ожидали. Вы можете сейчас наблюдать, как во время эксперимента на нашем фоне позади нас открывается дверь. Здесь кто-нибудь есть?
У меня упал телефон. При этом мы не шевелились. На самом деле не было чувства испуга. Не есть было. Было, ну, то есть было такое немного шоковое состояние, типа, Потому что ты не ожидаешь и не понимаешь, типа, что происходит. Вообще Но не не было понимаешь. такого, знаете, вот когда ты думаешь, что ты там что-то там вот увидишь, да, или что-то Да. там какой-то дверь откроется, или предмет подвигается. Ты думаешь, убежишь. что тебе будет страшно. Да, у тебя есть шок, но у тебя нет такого чувства, что там, не знаю, что там ты сейчас посидеешь, или такой дикий испуг. У тебя, видимо, может какая-то защитная реакция организма. Потому что было страшно, но было не было такого, что убежать. Да, не было. Также во время эксперимента, мы это сейчас просто обобщим, во время эксперимента вы слышите, как будто отколупливается от стен штукатурка, что-то падает, что-то сыпется. Так как это здание в аварийном состоянии, половицы достаточно скрипучие, пол ходит, в многих помещениях стекол в окнах нет. Ну, даже если мы посмотрим на эту комнату, там, конечно, окна целые, но все равно вибрация того, что мы ходили там вдвоем, мы были в этом здании уже там длительное время, минут 15 точно, мы делаем вывод, что все-таки это наше физическое влияние на само здание, это вибрации, которые мы спроецировали на это здание, дверь и, соответственно, какие-то дополнительные звуки. Это все физическое явление, составляющая, да, которому мы поспособствовали. Поэтому мы не можем исключать, что это, конечно же, могла быть и физика, потому что здание старое, шаткое, валкое, и мы могли создать определенные вибрации. Но, опять же, исключать то, что это была мистика в тот момент, когда мы проводим эксперимент, и происходят такие вот вещи, да, при том, что они происходят именно в этот момент, а не постоянно вокруг, да, как, например, техника выходит из строя. Да, то есть все это в совокупности дает нам большой процент вероятности того, что это, возможно, была и мистика. И сам термин полтергейст тут точно не лишний. На сегодня мы разобрали все моменты, которые у нас накопились. Присылайте нам то, что вы заметите, то, что вы увидите на видео, какие-то моменты, которые мы не замечаем, мы обязательно их рассмотрим. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, делитесь нашим каналом со своими друзьями в социальных сетях. Всем пока!